Icy Genius. Друзья, всем привет! Сегодня в обзоре рассмотрим новые планарные наушники от компании Arty. И приходят они в небольшой коробке с очень приятным оформлением. И здесь есть логотип компании и название этой новой модели T10 Pro. А уже сзади указаны технические характеристики. И за звук в этих наушниках отвечает один планарный излучатель диаметром 14,2 мм. Чувствительность составляет 96 дБ, и они получили сопротивление 16,5 Ом. И сразу скажу, что эти планарные наушники довольно тяжелые на раскачку. Учитывайте это перед покупкой. Теперь давайте рассмотрим их комплектацию более подробно. Наушники. Инструкция и сертификат качества. Очень хороший фирменный кейс. Отличный кабель с коннекторами 2 пин и модульной системой штекеров. Сюда можно поставить как балансный штекер на 4,4 мм джек, так и обычный на 3,5 мм джек. Два набора силиконовых амбушюр. Наушники выполнены из металла, в моем случае они имеют черную расцветку, а также они еще доступны в серебристой, если она вам нравится больше. Они имеют круглую выпуклую форму и серебристую круглую вставку вот здесь на лицевой панели. А тут располагается разъем 2 пин для подключения комплектного кабеля, а ниже располагается небольшое отверстие и надпись Arty T10 Pro с маркировкой канала правый и соответственно левый. А на внутренней части находится отверстие для компенсации и довольно небольшой по длине звуковод с бортиком для лучшей фиксации амбушюр и защитной сеточкой. И сидят в ушах эти наушники очень хорошо, использовал я их с комплектным кабелем и комплектными амбушюрами, и проблем никаких не испытал. Нету никакого эффекта вакуума, есть хорошая звукоизоляция и удобство использования, да и кабель комплектный у них просто шикарен, он модульный и совершенно не путается, менять его точно смысла нет, и по сути вы получаете сразу все необходимое для хорошего прослушивания наушников. Главное помните, что у них низкая чувствительность, и это планарные наушники, поэтому для них требуется достаточно мощный и современный ЦАП-усилитель. Кстати, еще скажу, что эти наушники прям отлично играют от лампового усилителя. А теперь давайте поговорим о том, как звучат планарные наушники Arty T10 Pro. Вот так выглядит и график частотной характеристики, и эти наушники имеют усиление низких частот на 12 дБ с очень плавным переходом к области средних частот. А вот область верхней середины, что меня прям порадовало, тут не стали как-то излишне акцентировать и даже немного смягчили этот диапазон, за что от меня однозначно респект. Поэтому эти наушники точно не звучат излишне энергично в этом диапазоне и как-то резко, в отличие от их конкурентов. Да и высокие частоты тут прям хороши, они без резких пиков и провалов и просто шикарной продолжительностью буквально до 20 тысяч кГц, что как по мне просто замечательно, так как наушники еще и практически идеально попали под мой таргет. Теперь давайте же разберем их звучание более подробно. Уверен, вам всем очень интересно. Низкие частоты в Arty T10 Pro, как и ожидалось для планарных наушников, демонстрируют превосходно контролируемый, прозрачный, текстурный и весомый бас, который привлекает не столько количеством, сколько своим качеством. Сабас проявляет себя как глубокий, но при этом достаточно сдержанный и аккуратный в своей подаче, так как он не пытается как-то излишне доминировать или окрашивать общую звуковую картину, сохраняя свою высокую прозрачность и контроль с хорошей способностью передать ощущение глубины и заметной основательности, а мидбас подчеркивает ударность и точность, сохраняя умеренную энергетику и акцент на естественность в своей подаче. И так как это планарные наушники, то он естественно обладает очень быстрым откликом и крайне четкой текстурой, что позволяет ему отлично отрабатывать сложные партии и выделять нюансы в звучании ударных инструментов, бас-гитар и синтезаторов. И его подача получилась нейтрально-прохладная с буквально минимальной окраской. Именно это обеспечивает высокую детальность и шикарную слышимость сатурации, что позволяет услышать очень четкое разделение как ударных, так и басовых инструментов. Особенно заметно, кстати, как мидбас выделяет переходные процессы, так как каждый удар барабана звучит прям очень
упруго и с очень плавным затуханием. И это важно для жанров, где как раз важна скорость и артикуляция, такие как джаз, фанк, металл или очень техничная электроника. Ну а про хип-хоп, думаю, и так все понятно, так как этим наушникам отыграть тяжелые партии перегруженного 808 баса совершенно не проблема. И получается, что низкие частоты в Arti T10 Pro выделяются за счет очень резвой скорости, точности и текстурной детализации. И они не для тех, кто ищет супермощное раздутое басхедное звучание, но станут прекрасным выбором для любителей очень чистого и естественного баса, который плавно и подконтрольно интегрируется в общую звуковую картину, без какого-либо доминирования. Ну а средний диапазон характеризуется в этих наушниках в первую очередь высоким уровнем разрешения, с отличной тембральной достоверностью и натуральностью в звучании, несмотря на использование планарного излучателя. И эти наушники, как по мне, просто превосходно передают вокальные партии, делая их очень прозрачными и эмоционально насыщенными. И что самое важное, без какого-либо налета излишней мягкости и теплоты, так как женские и мужские голоса звучат очень ясно, открыто и четко с акцентом на микронюансы. И это особенно заметно в акустических композициях, где вокал как раз занимает центральное место, но, прошу заметить, не сильно выдвигаясь по построению вперед. То есть он звучит сдержанно и ровно, не делая чрезмерный акцент на себе при прослушивании, для того, чтобы вы как раз могли инструменты все поразбирать, да и хорошенько насладиться подчеркнутыми ударными партиями во многих композициях. Ну а нижняя часть средних частот передает инструменты с хорошей плотностью и текстурой, хоть и с небольшой ноткой легкости. И несмотря на это, бас-гитары, виолончели и мужские вокалы звучат очень уверенно и достаточно основательно. И мне прям нравится, как эта область хорошо взаимодействует с низкими частотами, что позволяет сохранить общее грамотно выполненное чувство баланса. А верхняя часть средних частот очень точно и технично подчеркивает переходные процессы, такие как атаки струнных инструментов или ударных барабанов, а гитары и скрипки звучат с достаточной яркостью и энергией, с насыщением, не скатываясь в какую-либо неприятную резкость и агрессию. И мне нравится, как этот диапазон буквально дышит, что очень заметно сказалось на инструментах, которые очень хорошо отделены друг от друга, что и создает ощущение воздушности и открытости пространства между ними. И эта область придает звучанию отменную прозрачность и подчеркивает различные мелкие текстурные детали, которые как раз могут быть потеряны в менее детальных моделях. Поэтому в этом плане планарный драйвер однозначно хорош, и свое дело в этих наушниках делает как надо. И в итоге средние частоты в Arti T10 Pro ориентированы на точность и хорошую естественность звучания. У них есть легкий оттенок прохлады, который делает их звучание подходящими как для аналитического, так и очень вдумчивого прослушивания, а инструменты и голоса звучат максимально честно, с хорошей энергией, без попыток, так скажем, украсить звучание. И как раз такая подача идеальна для абсолютно разных музыкальных жанров, требующих предельной точности. А высокочастотный диапазон в Arti T10 Pro — это еще один пример исключительной прозрачности и детальности. Тут наушники демонстрируют шикарную техничность звучания, подчеркивая абсолютно разные мельчайшие нюансы записи, что делает их подходящими для очень точного и аналитического прослушивания. И то, как хирургически разбирают все композиции на отдельные части и слои, эти наушники, как по мне, заслуживают отдельной похвалы. И здесь они прям хорошо показывают всю реальную возможность планарного излучателя. И мне прям нравится, как эти наушники демонстрируют потрясающую детальность. Партии, богатые обертонами, такие как соло на скрипке или сложные электронные текстуры в электронике, передаются с очень хорошей точностью и слышимостью, а звучание тарелочек и перкуссии прям очень быстрое, с четкой атакой и естественным продолжительным затуханием. И, конечно, вишенкой на торте является самая верхняя часть высоких частот, которая очень хорошо добавляет звуку воздух и расширяет восприятие сцены. И здесь наушники демонстрируют отличную разборчивость без намека на какое-либо шипение или излишнюю резкость, хотя, безусловно, та самая
самая планарность для меня тут чувствуется. Но как по мне, даже и хорошо, что ее не стали как-то прятать, а наоборот, оставили и сохранили все самые явные возможности планарного излучателя, никак не испортив и не тронув его характер. Поэтому высокие частоты в Arti T10 Pro — это баланс между отлично выдержанной детальностью и комфортом. Они звучат прозрачно, технично и воздушно, сохраняя музыкальность даже при сложных и насыщенных композициях. И эти наушники станут идеальным выбором для тех, кто ценит чистоту и естественность в высокочастотном диапазоне, без какой-либо излишней агрессивной яркости. А звуковая сцена в Arti T10 Pro впечатляет своей широтой, глубиной и точностью. Эти наушники создают ощущение пространства, которое буквально выходит за пределы головы, сохраняя при этом естественность и реализм звучания. Ширина звуковой сцены заметна сразу, вот прям с первых секунд прослушивания, и инструменты и звуки распределяются по широкой панораме, создавая ощущение, будто музыка играет прямо перед вами, а не внутри головы, как это обычно бывает. И эта характеристика особенно проявляется в живых записях и оркестровых композициях, где сцена ощущается масштабной, но без искусственного раздутия. Да и глубина сцены прям впечатляет. Вы легко ощущаете, насколько далеко находятся различные звуковые источники, а эффект слоистости позволяет четко определить положение каждого инструмента или вокала в пространстве. Поэтому на переднем плане вы слышите основные партии, в то время как фоновые звуки и реверберация остаются четко очерченными где-то в глубине микса. И одной из ключевых сильных сторон этих наушников является разделение инструментов. Каждый элемент микса имеет свое четко определенное место в звуковой картине, что делает звучание очень организованным и разборчивым. И это позволяет легко сосредоточиться на отдельных партиях, будь то это вокал, гитара или ударные, причем даже в насыщенных треках. И в итоге звуковая сцена в Arti T10 Pro — это отличное сочетание широты, глубины и точности. Наушники хорошо передают пространство записи с действительно впечатляющим уровнем реализма, сохраняя баланс между детализацией и музыкальностью. А вывод у меня получился таков. Arti T10 Pro — это отличные планарные наушники с реально планарным характером. Звучат они детально, быстро, технично и крайне аналитично по своей подаче, с очень насыщенным и прозрачным звучанием, и самое главное, что абсолютно любые жанры они отыгрывают на очень высоком уровне. И если вы когда-либо хотели попробовать хорошие планарные наушники, то вот, ребята, это отличный выбор прямо сейчас. Ну а ссылка на покупку этих наушников находится в описании и в закрепленном комментарии под видео. С вами был IC Genius, всем удачи и пока!